Урок 1. Вам нравится ходить на школьные мероприятия, такие как танцы и выпускной? Привет, Анна. Тебе нравится ходить на школьные мероприятия, такие как танцы и выпускной? Да, я с нетерпением жду школьных мероприятий, таких как танцы и выпускной. Это веселые и незабываемые впечатления. Отлично. Какое твое любимое занятие на выходных с друзьями? Прогулки в парке или поход в кино– одни из наших любимых совместных занятий на выходных. Проводить время в парке или смотреть фильмы– это очень весело. Какие-нибудь другие развлечения вам нравятся? Нам также нравится ходить в кафе, посещать новые рестораны или проводить игровые вечера в чьем-то доме. Посещение кафе, ресторанов и проведение игровых вечеров– отличный способ пообщаться с друзьями. Какие-нибудь памятные моменты из ваших мероприятий на выходных? Было много моментов, наполненных смехом, от забавных сцен из фильмов до веселых соревнований по вечерам игр. Моменты, наполненные смехом, делают воспоминания еще более особенными. Планируете ли вы с друзьями на предстоящие выходные? Мы планируем пикник на пляже и, возможно, товарищеский спортивный матч. Мы любим активный отдых на свежем воздухе. Пляжный пикник и спортивный матч звучат как фантастические планы. Есть ли последние мысли о том, как провести выходные с друзьями? Качественное времяпрепровождение с друзьями важно для построения прочных отношений и создания незабываемых воспоминаний. Не могу не согласиться. Спасибо, что поделились, Анна. Наслаждайтесь предстоящими выходными вместе с друзьями. Добро пожаловать, Джон. Я это ценю. Хорошего дня. Урок 2. Чем вы предпочитаете заниматься на выходных с друзьями? Привет, Анна. По выходным мы часто ходим в парк и играем в баскетбол. Какое твое любимое занятие на выходных с друзьями? Прогулки по природным тропам и походы– наши любимые развлечения на выходных. Нам нравится проводить время на свежем воздухе и вести активный образ жизни. Прогулки по природным тропам и пешие походы звучат очень весело. Какие конкретные тропы или парки вы хотели бы посетить? Поблизости есть несколько любимых троп, например, в местном природном заповеднике и горном парке. Местные природные заповедники и горные парки предлагают прекрасные возможности для пеших прогулок. Какие-нибудь памятные моменты из ваших пеших приключений? Во время походов мы любовались захватывающими видами с горных вершин, встречались с дикой природой и обнаружили скрытые водопады. Захватывающие дух виды, встречи с дикой природой и скрытые водопады делают походы еще более увлекательными. Есть ли планы на предстоящий поход? В следующие выходные мы планируем пройти более сложную трассу. Она известна своими потрясающими видами и пересеченной местностью. Преодоление сложной трассы похоже на приключение. Есть ли у вас последние мысли о том, как провести выходные на природе? Пребывание на природе позволяет освежиться от повседневной рутины и оценить красоту природы. Не могу не согласиться. Спасибо, что поделились, Анна. Наслаждайтесь предстоящим походом с друзьями. Добро пожаловать, Джон. Я это ценю. Хорошего дня. Урок 3. Как часто вы навещаете бабушку и дедушку? Привет, Анна. Я навещаю бабушку и дедушку 1 или 2 раза в месяц. Как часто ты навещаешь бабушку и дедушку? Я стараюсь навещать бабушку и дедушку каждые 2 недели. Мне нравится проводить с ними время и слушать их истории. Приятно. Регулярные визиты помогают поддерживать прочную связь.
Какими конкретными занятиями вы занимаетесь, когда посещаете бабушку и дедушку? Мы часто ужинаем вместе, играем в настольные игры или гуляем по окрестностям. Это качественное времяпрепровождение с семьей. Еда, настольные игры и прогулки– это прекрасное занятие для сближения. Какие-нибудь незабываемые моменты у вас были с бабушкой и дедушкой? Во время наших визитов мы провели теплые беседы, посмеялись и оставили прекрасные воспоминания. Сердечные разговоры и смех делают визиты особенными. Есть ли проблемы с планированием свиданий или времяпрепровождением с бабушкой и дедушкой? Иногда противоречивые расписания или расстояния могут усложнить задачу, но мы стараемся найти время друг для друга. Нахождение времени, несмотря на трудности, показывает важность отношений. Есть ли последние мысли о посещении бабушек и дедушек? Посещение бабушек и дедушек– это способ выразить любовь, уважение и признательность за мудрость и любовь, которыми они делятся с нами. Не могу не согласиться. Спасибо, что поделились, Анна. Приятного вам следующего визита к бабушке и дедушке. Добро пожаловать, Джон. Я это ценю. Хорошего дня. Урок 4. Есть ли у вас дома домашнее животное? Привет, Анна. Да, у меня есть кот по имени Уискерс. У тебя дома есть домашнее животное? Нет, у меня дома нет домашних животных. Но я всегда хотела завести собаку. Собаки – отличные компаньоны. Есть ли конкретная причина, по которой вы его до сих пор не обзавелись? Я живу в квартире, где не разрешено проживание с домашними животными, поэтому сейчас это невозможно. Ах, я понимаю. Правила проживания в квартире могут ограничить владение домашними животными. Какие-нибудь незабываемые моменты, проведенные с вашей кошкой Уискерс? Уискерс любит сидеть у меня на коленях, пока я читаю или смотрю телевизор. Это уютное и расслабляющее времяпрепровождение вместе. Звучит восхитительно. Кошки могут быть очень ласковыми. С какими трудностями вы сталкиваетесь при уходе за усами? Регулярный уход за телом, обеспечение достаточного количества времени для игр и стимуляции– важная задача, которая необходимо решить. Для счастливой и здоровой кошки необходим регулярный уход и время для игр. Есть ли последние мысли о том, чтобы завести домашних животных? Домашние животные приносят в нашу жизнь радость, общение и ответственность. Они могут стать прекрасным дополнением к любой семье. Не могу не согласиться. Спасибо, что поделились, Анна. Приятного времяпрепровождения с Уискерс. Добро пожаловать, Джон. Я это ценю. Хорошего дня. Урок 5. Вы любитель активного отдыха. Привет, Анна. Да, по выходным я люблю ходить в походы и кататься на велосипеде. Вы фанат активного отдыха? Абсолютно. Мне нравится проводить время на свежем воздухе и исследовать природу. Это освежает и заряжает энергией. Отлично. Какие конкретные пешеходные или велосипедные маршруты вы рекомендуете? У реки есть живописная тропа, а через близлежащий лес– велосипедная дорожка. Они оба красивые и приятные. Живописные тропы у реки и велосипедные дорожки в лесу звучат потрясающе. Какие-нибудь памятные моменты из ваших приключений на свежем воздухе? Во время походов я видел потрясающие закаты с горных вершин и увлекательно катался на велосипеде по сложной местности. Наблюдение за закатами и захватывающие аттракционы делают приключения на свежем воздухе незабываемыми. Планируете ли вы отправиться в поход или покататься на велосипеде в будущем? В следующие выходные я планирую отправиться в поход по новой тропе и исследовать другой велосипедный маршрут.
Мне нравится пробовать новые маршруты. Изучение новых трасс и маршрутов оживляет азарт. Какие-нибудь последние мысли об отдыхе на свежем воздухе? Занятия на свежем воздухе дают возможность общаться с природой, вести активный образ жизни и ценить красоту окружающего мира. Не могу не согласиться. Спасибо, что поделились, Анна. Наслаждайтесь предстоящими приключениями на свежем воздухе. Добро пожаловать, Джон. Я это ценю. Хорошего дня. Урок 6. Не могли бы вы подготовиться к встрече к 9 утра? Не могли бы вы подготовиться к встрече к 9 утра? Да, я смогу подготовиться вовремя. Что нам нужно обсудить на встрече? Мы рассмотрим обновление проекта и обсудим предстоящие сроки. Какие конкретные моменты вы хотели бы затронуть? Я хочу поделиться прогрессом в маркетинговой кампании. Как насчет тебя? Я предоставлю обновленную информацию о финансовых прогнозах и бюджете. Есть ли какие-либо материалы, которые мне следует взять с собой? Пожалуйста, возьмите с собой последний отчет о продажах и все соответствующие документы. Должны ли мы подготовить презентацию? Да, давайте подготовим краткую презентацию, чтобы резюмировать ключевые моменты. Какой конкретный формат или слайды вы предпочитаете? Идеальным вариантом будет лаконичная и визуально привлекательная презентация. Давайте сделаем ее информативной, но в то же время интересной. Должны ли мы выделить время на вопросы и обсуждения? Абсолютно. Мы должны предоставить всем время задать вопросы и поделиться своим мнением. Как долго должна продлиться встреча? Давайте проведем встречу продолжительностью 1 час, чтобы мы могли обсудить все без спешки. Есть ли что-то еще, что нам нужно подготовить? Мы должны иметь четкую повестку дня и заранее распространять ее среди участников. Какие-нибудь заключительные мысли по поводу встречи? Давайте позаботимся о том, чтобы все были хорошо подготовлены и поощряли активное участие. Желаем продуктивной встречи. Урок 7. Можем ли мы сегодня потренироваться 30 минут? Можем ли мы сегодня потренироваться 30 минут? Да, мы могли бы быстро потренироваться. Какие упражнения вы имеете в виду? Как насчет быстрой прогулки или пробежки по окрестностям? Это хороший вариант кардиотренировок. Ты готов к этому? Звучит прекрасно. Мне нравится ходить пешком или бегать трусцой. Во сколько нам идти? Пойдем вечером, около 18 часов. Прекрасное время для отдыха на свежем воздухе. Тебе это удобно? У меня работает 18 часов. Я обязательно надену удобную одежду для тренировок. Должны ли мы растягиваться до и после? Да, давайте проведем разминку и расслабляющую растяжку, чтобы предотвратить травмы. Какие конкретные растяжки вы предпочитаете? Мне нравится растягивать ноги и закатывать плечи. Они помогают мне расслабиться. Нужно ли нам какое-нибудь оборудование? Нет необходимости в снаряжении для прогулок или пробежки. Просто наденьте хорошую обувь для ходьбы или бега. Какие еще упражнения вы хотели бы включить? Во время ходьбы мы можем использовать некоторые упражнения с собственным весом, такие как приседания и выпады. Это добавляет разнообразия. Как насчет отслеживания нашего прогресса? Мы можем использовать фитнес-приложение или шагомер для отслеживания расстояния и шагов. Это может мотивировать. Есть ли еще мысли о нашей тренировке? Давайте насладимся свежим воздухом и сделаем это увлекательным занятием. Желаем вам оставаться активными и здоровыми. Урок 8. Не могли бы вы быть внимательнее во время прослушивания? Не могли бы вы быть внимательнее во время прослушивания?
Да, я мог бы лучше сосредоточиться на том, что говорится. Как вы думаете, почему это важно? Внимательность показывает уважение и помогает понять других. Как вы планируете совершенствоваться? Я буду практиковать активное слушание и свести к минимуму отвлекающие факторы. Как насчет тебя? Я постараюсь уделить все свое внимание и не перебивать. Какие конкретные методы вы считаете полезными? Поддержание зрительного контакта и кивание головой в знак того, что я помолвлена, помогает мне сохранять внимательность. А как же ты? Я считаю, что короткие заметки и повторение ключевых моментов в голове помогают мне сохранять информацию. С какими трудностями вы сталкиваетесь, сохраняя внимательность? Иногда мои мысли блуждают или я занимаюсь своими мыслями. Как насчет тебя? Внешние отвлекающие факторы могут мешать сосредоточиться. Какие-нибудь советы для тех, кто хочет быть внимательнее, слушая? Тренируйтесь быть в настоящем моменте и искренне проявляйте интерес к спикеру. Как насчет тебя? Я считаю, что задавание уточняющих вопросов и обобщение услышанного повышает мою внимательность. Есть ли еще мысли о том, как быть внимательным во время слушания? Это улучшает общение и укрепляет отношения. Давайте продолжим быть внимательными слушателями. Согласен. Нужно быть внимательным и искренне слушать, что говорят другие. Урок 9. Не могли бы вы позвонить другу, чтобы наверстать упущенное? Не могли бы вы позвонить другу, чтобы наверстать упущенное? Да, я мог бы перезвонить им позже. О каком друге ты говоришь? Я думала о твоей подруге Саре. Прошло много времени с тех пор, как вы в последний раз говорили. Ты с ней на связи. Да, у меня есть ее контактная информация. Я свяжусь с ней и посмотрю, готова ли она поболтать. Есть ли что-то конкретное, что вы хотите, чтобы я спросил или обсудил? Просто посмотрите, как у нее дела, и посмотрите, не захочет ли она встретиться. В какое конкретное время вам подходит? Постараюсь позвонить ей сегодня вечером, когда у меня будет свободное время. Я буду держать вас в курсе разговора. Вы хотите, чтобы я еще что-то передал? Дайте ей знать, что мы думали о ней и хотели бы наверстать упущенное. Какие темы, по вашему мнению, нам следует затронуть во время встречи? Мы можем говорить о последних событиях, делиться новостями из нашей жизни и вспоминать старые времена. Есть ли предпочтительное место для встречи? Возможно, мы можем предложить встретиться в местном кафе или парке. Это непринужденная и удобная обстановка. Давайте посмотрим, что предпочитает Сара. Что еще нам следует рассмотреть? Было бы неплохо подготовить несколько вопросов или начать разговор, чтобы продолжить разговор. Желаю вам восстановить связь с Сарой и насладиться отличным общением с Сарой. Урок 10. Не могли бы вы попробовать новое хобби? Не могли бы вы попробовать новое хобби? Да, я мог бы заняться новым видом деятельности. Какое хобби ты имеешь в виду? Как насчет живописи или рисунка? Это творческое и расслабляющее хобби. Вы интересуетесь искусством. Звучит интересно. Я всегда хотела попробовать рисовать. Когда нам следует начать? Мы можем начать в эти выходные. Я соберу несколько основных художественных принадлежностей. Какую конкретную картину вы хотели бы попробовать? Начнем с акварельной живописи. Кажется, это удобно для новичков. Нужны ли нам какие-либо рекомендации или учебные пособия? Мы можем найти онлайн-уроки или пройти урок рисования для новичков. Это поможет нам изучить основы. Тебя это устраивает?
Да, онлайн-уроки или занятия были бы полезны. Давайте рассмотрим различные техники и стили. Какие еще хобби вы хотели бы попробовать? Меня интересует фотография. Это позволяет нам запечатлеть прекрасные моменты. Какие конкретные предметы или темы вы хотели бы сфотографировать? Природа и пейзажи были бы отличными объектами для фотографирования. Они предлагают много красоты и разнообразия. Должны ли мы планировать какие-либо фототуры? Да, давайте запланируем несколько поездок на природу, чтобы попрактиковаться в фотографии. Это также даст нам возможность исследовать новые места. Есть ли последние мысли о том, как попробовать себя в новых Приятно увлечениях? выйти из зоны комфорта и открыть для себя новое увлечение. Давайте проявим творческий подход и насладимся путешествием. Урок 11. Я слышала, что вы член фотоклуба. Привет, Анна. Я слышала, что ты член фотоклуба. Это круто. Да, мне нравится фотографировать и быть частью клуба. Ты участвуешь в каких-либо школьных клубах, Джон? Да, я тоже член фотоклуба. Нас объединяют общие интересы. Отлично. Что тебе больше всего нравится в фотоклубе? Мне нравится запечатлевать моменты и выражать свое творчество с помощью фотографии. Это очень весело. Фотография — прекрасный способ выразить творческий потенциал. Какие-нибудь любимые предметы или стили, которые вы любите фотографировать? Мне нравится фотографировать природу и экспериментировать с разными углами и методами освещения. Фотография природы может быть увлекательной. Какие-нибудь советы или рекомендации вы узнали в клубе? Я изучил композицию, использовал разные настройки камеры и методы постобработки. Это ценные навыки. Какие-нибудь незабываемые впечатления или фотопроекты, над которыми вы работали? В прошлом году у нас была автовыставка, где я представила несколько своих лучших снимков. Это было захватывающе. Похоже, это отличная возможность продемонстрировать свои работы. Есть ли у вас планы или цели в отношении фотографии? Я хочу продолжать совершенствовать свои навыки и, возможно, даже участвовать в фотоконкурсах в будущем. Это амбициозно. Соревнования могут стать отличным способом испытать себя. Есть ли последние мысли о том, чтобы стать частью школьного клуба? Членство в клубе позволяет вам заниматься своими интересами, учиться у других и заводить новых друзей. Согласен. Это полезный опыт. Спасибо, что поделились, Джон. Продолжайте делать потрясающие фотографии. Добро пожаловать, Анна. Я это ценю. Хорошего дня и приятных занятий в фотоклубе. Урок 12. Работаете ли вы неполный рабочий день? Привет, Анна. У тебя есть работа на полставки. Да, я работаю неполный рабочий день в местном книжном магазине. Это интересная работа. Это круто. Что тебе больше всего нравится в работе в книжном магазине? Мне нравится, когда меня окружают книги, и я помогаю покупателям найти для себя новое интересное чтение. Работа с книгами звучит увлекательно. Есть ли у вас любимые жанры или авторы? Мне нравится читать фантастические романы, и некоторые из моих любимых авторов — Джоан Роулинг и Джордж Р. Мартин. Фэнтези — популярный жанр. Есть ли плюсы или минусы работы в книжном магазине? Я получаю скидку на книги, и это здорово, потому что я люблю расширять свою личную библиотеку. Скидки в книжных магазинах — мечта читателя.
С какими трудностями вы столкнулись, работая неполный рабочий день? Иногда бывает сложно справиться с большим притоком клиентов, особенно в напряженные периоды. Работа с большим количеством клиентов может быть сложной задачей. Какие навыки или уроки вы извлекли из своей работы? Работая в книжном магазине, я приобрела навыки эффективного общения, организации и решения проблем. Это ценные навыки, которые можно применять в различных областях. Есть ли планы или цели, связанные с вашей работой на неполный рабочий день? Я хочу продолжать изучать разные жанры и авторов, чтобы лучше помогать покупателям выбирать книги. Отличная цель. Знания помогают покупателям найти нужные книги. Есть ли последние мысли о работе на неполный рабочий день? Работа с частичной занятостью дает ценный опыт работы, независимость и возможность приобрести новые навыки. Согласен. Спасибо, что поделились, Анна. Приятной работы в книжном магазине и приятного чтения. Добро пожаловать, Джон. Я это ценю. Хорошего дня. Урок 13. Чем вы занимаетесь по выходным? Привет, Анна. Чем ты занимаешься по выходным? По выходным я гуляю с друзьями, читаю и хожу на пробежку. Как насчет тебя, Джон? Мне также нравится гулять с друзьями, читать и ходить на пробежку по выходным. Это хороший способ расслабиться. Проводить время с друзьями всегда весело. Какими конкретными занятиями вы любите заниматься во время времяпрепровождения? Мы часто проводим вечера кино, ужинаем или исследуем новые места в городе. Вечера кино и прогулки по городу звучат увлекательно. Какие книги вы любите читать, когда начинаете читать? Мне нравятся разные жанры, но меня особенно привлекают книги о детективе и научной фантастике. Мистика и научная фантастика могут быть увлекательными. Каких любимых книг или авторов вы рекомендуете? Некоторые из моих любимых книг «Девушка с татуировкой дракона» Стига Ларсона и «Дюна» Фрэнка Герберта. Это популярные варианты. Я подумаю о том, чтобы добавить их в свой список для чтения. Есть ли какая-то конкретная причина, по которой вы ходите на пробежку по выходным? Бег трусцой помогает мне очистить ум, оставаться активным и вести здоровый образ жизни. Важны очищение ума и поддержание активности. Какие-нибудь конкретные маршруты или места, куда вы любите ходить на пробежку? Мне нравится бегать в парке рядом с домом или по живописным тропам у реки. Пробежка на природе звучит освежающе. Какие-нибудь последние мысли о мероприятиях на выходных? В выходные – отличная возможность расслабиться, заняться хобби и зарядиться энергией на предстоящую неделю. Не могу не согласиться. Спасибо, что поделились, Джон. Проведите фантастические выходные, наполненные весельем и отдыхом. Добро пожаловать, Анна. Я это ценю. Приятных вам выходных тоже. Урок 14. Какая твоя любимая закуска? Привет, Анна. Какая твоя любимая закуска? Моя любимая закуска – попкорн. Мне нравится его легкая и хрустящая текстура. Попкорн – классический выбор. Какие ароматы или приправы вы предпочитаете? Мне нравится как сладкий, так и соленый попкорн. Я предпочитаю вкусы карамели и сыра. Сладкие и соленые сорта попкорна очень вкусные. Есть ли у вас другие любимые закуски, кроме попкорна? Мне также нравятся свежие фрукты, особенно сочный арбуз и хрустящие яблоки.
Свежие фрукты – полезная и освежающая закуска. Какими другими закусками вы хотели бы побаловать себя? У меня слабость к шоколаду. Кусочек темного шоколада – это всегда удовольствие. Темный шоколад может приносить удовольствие. Какие марки или виды темного шоколада вы рекомендуете? Мне нравятся такие бренды, как Линд и Герарделли, за их насыщенный и мягкий вкус темного шоколада. Линд и Герарделли известны своими качественными шоколадными конфетами. Какие-нибудь последние мысли о перекусах? Закуски могут доставлять удовольствие в умеренных количествах и быстро заряжать энергией в течение дня. Согласен. Спасибо, что поделились, Анна. Наслаждайтесь любимыми закусками и хорошего дня. Добро пожаловать, Джон. Я это ценю. Тебе тоже приятных перекусов. Урок 15. Как часто вы посещаете библиотеку? Привет, Анна. Как часто вы посещаете библиотеку? Раз в неделю я хожу в библиотеку, чтобы взять книги для чтения в свободное время. Это моя обычная привычка. Отлично. Что тебе больше всего нравится в посещении библиотеки? Мне нравится спокойная атмосфера и широкий выбор книг, доступных для изучения. Библиотека — это поистине тихий рай, полный книг. Любите ли вы заимствовать любимые жанры или авторов? Мне нравятся разные жанры, но особенно мне нравятся детективные романы и произведения Агаты Кристи. Детективные романы могут быть захватывающими. Агата Кристи — известная писательница в этом жанре. Какие-нибудь конкретные книги вы порекомендуете? Некоторые из моих любимых детективных книг, а потом их не было, и «Убийство в Восточном экспрессе» Агаты Кристи. Это классические детективные романы. Я обязательно их посмотрю. Какими другими занятиями вы занимаетесь в библиотеке, кроме того, что берете книги на прокат? Иногда я посещаю книжные клубы или участвую в библиотечных мероприятиях, таких как лекции авторов или семинары по письму. Книжные клубы и библиотечные мероприятия звучат увлекательно. Какие-нибудь незабываемые впечатления у вас остались в библиотеке? Однажды я познакомился со своим любимым автором на мероприятии по подписанию книг в библиотеке. Это была мечта, ставшая явью. Встреча с любимым автором, должно быть, была невероятным опытом. Есть ли цели или планы, связанные с посещением библиотеки? Я хочу исследовать разные жанры и открывать для себя новых авторов, чтобы расширить кругозор чтения. Это фантастический гол. Изучение новых жанров может привести к захватывающим открытиям. Какие-нибудь последние мысли о посещении библиотек? Библиотеки — это сокровищница знаний и воображения, и их посещение — прекрасный способ расширить кругозор. Не могу не согласиться. Спасибо, что поделились, Анна. Приятного посещения библиотеки и приятного чтения. Добро пожаловать, Джон. Я это ценю. Хорошего дня. Урок 16. Какой вид транспорта вы предпочитаете добираться до школы? Привет, Анна. Какой вид транспорта вы предпочитаете добираться до школы? Я обычно добираюсь до школы на школьном автобусе. Это удобно и надежно. Есть смысл поехать на школьном автобусе? Есть ли конкретные причины, по которым вы предпочитаете его? Это экономит время и позволяет мне общаться с одноклассниками во время поездок на работу. Это несомненные преимущества. Есть ли у вас другие виды транспорта, которыми вы иногда пользуетесь?
Иногда я езжу в школу на велосипеде в хорошую погоду, и расстояние вполне приемлемо. Езда на велосипеде может стать приятной альтернативой. С какими трудностями вы столкнулись при транспортировке в школу? Иногда школьный автобус бывает переполнен, особенно в часы пик, но мне удается найти место. Переполненные автобусы могут доставлять неудобства. Какие советы или стратегии вы используете, чтобы сделать поездку на работу более комфортной? Я беру с собой книгу или слушаю музыку, чтобы сделать поездку более приятной и быстро скоротать время. Чтение или прослушивание музыки определенно могут сделать поездку на работу более приятной. Какие-нибудь последние мысли о транспортировке в школу? Выбор надежного и удобного вида транспорта необходим для комфортного начала дня. Согласен. Спасибо, что поделились, Анна. Хороших вам поездок на работу и продуктивного дня в школе. Добро пожаловать, Джон. Я это ценю. Тоже отличного дня. Урок 17. Участвуете ли вы в каких-либо школьных мероприятиях или соревнованиях? Привет, Анна. Участвуете ли вы в каких-либо школьных мероприятиях или соревнованиях? Да, я участвую в научных ярмарках и конкурсах дебатов. Они одновременно увлекательны и сложны. Это впечатляет. Что вам больше всего нравится в участии в научных ярмарках? Мне нравится проводить эксперименты, изучать научные концепции и представлять свои результаты другим. Научные ярмарки предоставляют отличную платформу для демонстрации ваших научных знаний. Как насчет дебатов о конкурсах? Конкурсы по дебатам позволяют мне развивать коммуникативные навыки, высказывать свое мнение и участвовать в интеллектуальных дискуссиях. Соревнования по дебатам могут стимулировать интеллектуальный рост. Какие-нибудь заметные достижения или незабываемые впечатления от этих мероприятий? Я получил награды за свои проекты на научных выставках и провел захватывающие моменты во время интенсивных дебатов. Получение наград и участие в интенсивных дебатах должны приносить удовлетворение. Какие советы или стратегии вы используете для достижения успеха на этих мероприятиях? Подготовка, исследования и практика играют ключевую роль. Важно хорошо разбираться в теме и иметь веские аргументы. Подготовка действительно очень важна. Какие-либо цели или стремления, связанные с вашим участием в этих мероприятиях? Я намерен продолжать совершенствовать свои научные навыки и навыки ведения дебатов и, возможно, даже продолжить их в высшем образовании или профессиональной сфере. Это похвальная цель. Как наука, так и дебаты дают ценные навыки для будущего. Есть ли у вас последние мысли об участии в школьных мероприятиях и конкурсах? Школьные мероприятия и конкурсы предоставляют возможности для личностного роста, обучения и открытия новых увлечений. Не могу не согласиться. Спасибо, что поделились, Анна. Удачи вам на будущих научных выставках и конкурсах по дебатам. Добро пожаловать, Джон. Я это ценю. Хорошего дня. Урок 18. Как вы распределяете время между ними? Привет, Анна. Как вы распределяете время между учебой и увлечениями? Я составляю расписание, в котором время распределяется как для учебы, так и для хобби. Это помогает мне оставаться организованным и сбалансированным. Это разумный подход. Как вы решаете, сколько времени выделить на каждый из них? Я считаю, что учеба важна и актуальна, поэтому у меня будет достаточно времени как для академических задач, так и для хобби.
Сбалансирование между важностью и срочностью имеет ключевое значение. Какие конкретные стратегии вы используете, чтобы уложиться в свой Я график? расставляю приоритеты в задачах, свожу к минимуму отвлекающие факторы и сохраняю дисциплину, чтобы максимально использовать время, отведенное на каждое занятие. Приоритизация задач и минимизация отвлекающих факторов — эффективные методы. С какими трудностями вы сталкиваетесь при управлении своим временем? Иногда возникают непредвиденные события или дополнительные требования к обучению, но я соответствующим образом адаптирую свое расписание к ним. Очень важно адаптироваться к неожиданным событиям. Какую пользу вы получили от эффективного управления своим временем? Эффективное управление временем позволяет мне прогрессировать в учебе, продолжая при этом заниматься своими хобби и поддерживать здоровый баланс между работой и личной жизнью. Важно поддерживать здоровый баланс между работой и личной жизнью. Есть ли последние мысли о том, как распределить время между учебой и хобби? Речь идет о том, чтобы найти подходящий вам ритм и при необходимости проявить гибкость. Управление временем — ценный навык для достижения успеха. Не могу не согласиться. Спасибо, что поделились, Анна. Удачи в эффективном управлении своим временем. Добро пожаловать, Джон. Я это ценю. Удачного вам дня. Урок 19. Вы фанат онлайн-обучения. Привет, Анна. Вы фанат онлайн-обучения. Онлайн-обучение имеет свои преимущества, но я предпочитаю очные занятия. Как насчет тебя? Мне действительно нравится онлайн-обучение. Оно обеспечивает гибкость и удобство. По каким причинам вы предпочитаете очные занятия? Я считаю, что очные занятия более увлекательны и интерактивны. Я ценю личное общение с учителями и одноклассниками. Общение лицом к лицу имеет свои преимущества. Какие конкретные аспекты онлайн-обучения вы считаете полезными? Онлайн-обучение позволяет учиться самостоятельно и получать доступ к ресурсам из любого места, где есть подключение к интернету. Самостоятельное обучение и доступность являются несомненными преимуществами. С какими трудностями вы столкнулись при онлайн-обучении? Технические проблемы и потенциальные отвлекающие факторы иногда могут нарушать учебный процесс во время онлайн-занятий. Технические проблемы и отвлекающие факторы могут расстраивать. Какие советы или стратегии вы используете для преодоления этих проблем? Я стараюсь иметь надежное подключение к интернету, стараюсь не отвлекаться в учебном пространстве и практикую самодисциплину. Это эффективные стратегии. Есть ли последнее мнение об онлайн-обучении по сравнению с очными занятиями? В конечном итоге это зависит от личных предпочтений и стилей обучения. Оба варианта имеют свои преимущества, и важно найти то, что лучше всего подходит каждому. Согласен. Спасибо, что поделились, Анна. Пусть ваше обучение будет успешным, будь то онлайн или лично. Добро пожаловать, Джон. Я это ценю. Удачи вам тоже. Урок 20. Как организовать школьные задания? Привет, Анна. Как вы организовываете школьные задания? Я использую планировщик для отслеживания моих заданий и сроков. Это помогает мне оставаться организованным и соблюдать сроки. Использование планировщика — отличный способ не отставать от выполнения заданий. Есть ли у вас конкретные стратегии управления задачами? Я разбиваю большие задания на более мелкие и ставлю реалистичные цели на каждый день. Это помогает мне сосредоточиться и не откладывать дела на потом.
Разделение заданий на более мелкие задачи – разумный подход. Какие еще методы вы используете для поддержания организованности? Я также расставляю приоритеты в своих заданиях с учетом сроков и важности, обеспечивая их своевременное выполнение. Приоритизация заданий необходима для эффективного управления временем. Сталкивались ли вы с трудностями при поддержании организованности? Иногда из-за непредвиденных событий или рабочей нагрузки мне трудно уложиться в график, но при необходимости я приспосабливаюсь и адаптируюсь. Важно адаптироваться к неожиданным событиям. Какую пользу вы получили от организованного выполнения своих заданий? Организованность помогает мне снизить стресс, четко контролировать свою рабочую нагрузку и своевременно выполнять качественную работу. Несомненными преимуществами являются снижение стресса и качественная работа. Есть ли у вас последние мысли о том, как правильно выполнять школьные задания? Ключевое значение имеет поиск системы, которая работает для вас и соответствует ей. Это ценный навык, который способствует успеху в учебе. Не могу не согласиться. Спасибо, что поделились, Анна. Удачи вам в поддержании организованности и выполнении школьных заданий. Добро пожаловать, Джон. Я это ценю. Удачного вам дня. Урок 21. Просыпаетесь ли вы рано утром? Привет, Анна. Я каждый день рано встаю. Ты просыпаешься рано утром. Да, я тоже рано встаю. Отлично. Во сколько ты обычно просыпаешься? Каждое утро я просыпаюсь в 6 утра. 6 утра – хорошее время для начала дня. Есть ли конкретная причина рано вставать? Я считаю, что это помогает мне чувствовать себя более продуктивно и энергично. Согласен. Раннее пробуждение задает позитивный тон дню. Какому утреннему распорядку вы следуете? Мне нравится медитировать и заниматься спортом по утрам. Медитация и упражнения – отличные способы начать день. Какие-нибудь советы по раннему пробуждению? Установите постоянный график сна и избегайте экранов перед сном. Постоянное и свободное от экранов время перед сном может способствовать лучшему сну. Какую пользу вы заметили от раннего пробуждения? Я чувствую себя более сосредоточенной, и у меня есть время для личных дел. Очень важно иметь дополнительное время для личных занятий. Есть ли проблемы с ранним пробуждением? Поначалу это может быть сложно, но помогает установить распорядок дня. Создание рутины требует времени и усилий, но оно того стоит. Есть ли у вас другие утренние привычки? Я стараюсь есть полезный завтрак, чтобы зарядиться энергией на день. Здоровый завтрак важен для правильного начала дня. Какие-нибудь любимые варианты завтрака? Мне нравится овсяная каша с фруктами или овощной омлет. Овсяная каша с фруктами и овощными омлетами – питательный вариант. Есть ли планы на утро после раннего пробуждения? Мне нравится планировать свой день, ставить цели и расставлять приоритеты. Планирование и постановка целей способствуют повышению производительности. Есть ли последние мысли о том, как рано вставать? Это личный выбор, но для начала его стоит рассмотреть. Я попробую и посмотрю, как это сработает для меня. Спасибо, Анна. Добро пожаловать, Джон. Надеюсь, вам это пойдет на пользу. Хорошего дня. Ты тоже, Анна. Береги себя и приятного утра. Урок 22. Во сколько вы обычно встаете?
Привет, Анна. Обычно я встаю в 6 утра. Во сколько ты обычно встаешь? Я также обычно встаю в 6 утра. Отлично. Раннее вставание позволяет провести продуктивный день. Есть ли конкретная причина просыпаться в 6 утра? Я считаю, что это дает мне преимущество и задает позитивный тон. Согласен. Раннее начало дня может привести к повышению производительности. Какому утреннему распорядку вы следуете? Мне нравится заниматься спортом и есть полезный завтрак по утрам. Физические упражнения и здоровый завтрак– отличные способы начать день. Есть ли советы, как постоянно вставать рано? Установите постоянный график сна и создайте расслабляющий режим сна. Последовательный и успокаивающий режим перед сном могут способствовать лучшему сну. Какую пользу вы заметили от раннего пробуждения? Я чувствую себя более сосредоточенной, энергичной, и у меня есть время для личных дел. Повышенная сосредоточенность, энергия и личное время– ценные преимущества. Есть ли проблемы с ранним пробуждением? Поначалу это может быть сложно, но помогает установить распорядок дня. Создание распорядка требует усилий, но в долгосрочной перспективе оно окупается. Есть ли у вас другие утренние привычки? Мне нравится планировать свой день и ставить цели по утрам. Планирование и постановка целей способствуют продуктивному дню. Какие-нибудь любимые варианты завтрака? Мне нравится овсяная каша с фруктами или белковый смузи. Овсяная каша с фруктами и белковые смузи– питательные варианты. Есть ли планы на утро после раннего пробуждения? Я расставляю приоритеты в своих задачах и в первую очередь занимаюсь важными проектами. Приоритизация задач обеспечивает эффективное использование утра. Есть ли последние мысли о том, как рано встать? Это личный выбор, но он может привести к позитивному образу жизни. Я попробую и посмотрю, как это сработает для меня. Спасибо, Анна. Добро пожаловать, Джон. Желаю вам успеха. Хорошего вам дня. Ты тоже, Анна. Береги себя и наслаждайся своим утром по максимуму. Урок 23. Как вы начинаете свой день? Привет, Анна. Как вы начинаете свой день? Я начинаю свой день с чистки зубов и умывания лица. Это хороший способ освежиться по утрам. Есть ли другие утренние процедуры? После этого я застилаю кровать и одеваюсь на весь день. Застилка кровати и одевание задают продуктивный тон. Есть ли привычки завтракать? Мне нравится полезный завтрак, который зарядит меня энергией. Здоровый завтрак важен для энергии и сосредоточенности. Какие-нибудь любимые варианты завтрака? Мне нравится йогурт с фруктами или цельнозерновые тосты с авокадо. Йогурт с фруктами и тост с авокадо– питательные варианты. Есть ли планы на оставшуюся часть дня? Мне нужно выполнить несколько задач и встретиться во второй половине дня. Удачи в выполнении заданий и встреч. Какие-нибудь советы для продуктивного дня? Расставьте приоритеты в своих задачах и оставайтесь организованными в течение дня. Расстановка приоритетов и поддержание организованности способствуют повышению производительности. Какие хобби или занятия вам нравятся? Мне нравится читать, рисовать и гулять на природе. Чтение, рисование и прогулки на природе отлично подходят для отдыха. Какие методы ухода за собой вы применяете? Я занимаюсь медитацией и делаю упражнения на растяжку.
Медитация и растяжка способствуют психическому и физическому благополучию. Какие-нибудь последние мысли о начале дня? Начало дня с позитивных привычек задает тон успеху. Согласен. Спасибо, что поделились, Анна. Хорошего дня. Добро пожаловать, Джон. Тебе тоже хорошего дня впереди. Урок 24. Есть ли у вас внеклассное занятие? Привет, Анна. Есть ли у вас внеклассные занятия? Да, я участвую в школьном хоре и дискуссионном клубе. Это замечательно. Пение и дебаты могут быть увлекательными. Грядут ли представления или конкурсы? В следующем месяце у нас хоровой концерт, а на следующей неделе турнир по дебатам. Удачи вам на концерте и турнире. Какие-нибудь конкретные песни вы будете исполнять? На хоровом концерте мы исполним смесь поп-музыки и классических песен. Звучит как разнообразный репертуар. Какие темы для дискуссий вам нравится обсуждать? Мне нравится обсуждать темы, связанные с социальными проблемами и текущими событиями. Социальные проблемы и текущие события представляют собой интересный материал для дискуссий. Какие-либо другие внеклассные мероприятия, в которых вы участвуете? Я также участвую в школьном драматическом кружке и клубе общественных работ. Драматический клуб и общественные работы — это ценные занятия. Какие-нибудь предстоящие спектакли или общественные проекты? Мы готовимся к школьному спектаклю в следующем месяце, а на следующей неделе будем работать волонтером в местном приюте. Это просто фантастика. Поиграйте в пьесу и наслаждайтесь волонтерством. Есть ли у вас личные цели во внеклассных занятиях? Я стремлюсь улучшить свои навыки пения и стать более эффективным участником дебатов. Непрерывное совершенствование достойно восхищения. Продолжайте преследовать свои цели. Есть ли последние мысли о внеклассных занятиях? Они предоставляют возможности для личностного роста и поиска новых друзей. Согласен. Внеклассные занятия могут обогатить опыт. Приятного времяпрепровождения во время занятий, Анна. Спасибо, Джон. Я ценю это. Хорошего дня. Ты тоже, Анна. Берегите себя и наслаждайтесь внеклассными занятиями. Урок 25. Слушаете ли вы музыку во время учебы? Привет, Анна. Ты слушаешь музыку во время учебы? Нет, я предпочитаю учиться в тишине. Учеба в тишине помогает сосредоточиться. Есть ли конкретные причины, по которым вы предпочитаете это? Музыка может отвлекать меня, поэтому я считаю, что тишина способствует обучению. В этом есть смысл. Тишина может создать спокойную обстановку. Есть ли у вас другие учебные привычки или предпочтения? Мне нравится иметь чистое и организованное учебное пространство. Чистое и организованное учебное пространство может способствовать повышению эффективности. Какие предметы вам легче изучать? Мне легче изучать такие предметы, как математика и естественные науки. Математика и естественные науки требуют сосредоточенности и логического мышления. Какие стратегии вы используете, чтобы сосредоточиться во время учебы? Я разбиваю свои учебные занятия на небольшие части и делаю короткие перерывы между ними. Прерывание учебных занятий и перерывы могут предотвратить эмоциональное выгорание. Какие-нибудь любимые учебные ресурсы или инструменты?
Я считаю, что онлайн-учебники и карточки полезны для учебы. Онлайн-учебники и карточки– отличные учебные пособия. Какие-нибудь советы по эффективному обучению? Найдите учебный распорядок, который подходит именно вам, и избавьтесь от отвлекающих факторов. Главное– соблюдение режима учебы и минимизация отвлекающих факторов. Какие другие занятия вы считаете полезными для обучения? Для меня полезно обобщать информацию и передавать ее кому-то другому. Подведение итогов и обучение помогают углубить понимание. Какие-нибудь последние мысли об учебе? Важно найти то, что лучше всего подходит для вас, и оставаться последовательным. Согласен. Спасибо, что поделились своими мыслями, Анна. Удачи вам в учебе. Добро пожаловать, Джон. Я это ценю. Удачи и вам. Урок 26. Как расслабиться после долгого дня. Привет, Анна. Как расслабиться после долгого дня? Я расслабляюсь, читая книгу или просматривая фильм. Чтение и просмотр фильмов– отличный способ расслабиться. Любимые жанры книг или фильмов? Больше всего мне нравятся книги в жанре фэнтези и боевики. Книги в жанре фэнтези и боевики могут быть захватывающими. Какие-нибудь конкретные книги или фильмы вы рекомендуете? Сериалы «Властелин колец» и «Мстители» просто фантастические. «Властелин колец» и «Мстители» — популярные фильмы. Какими другими занятиями вы занимаетесь, чтобы расслабиться? Мне также нравится гулять на природе и слушать музыку. Прогулки на природе и музыка могут успокаивать. Какие любимые места для прогулок? Мне нравится гулять по близлежащему парку или по пляжу. Прогулки на природе освежают. Любимые музыкальные жанры или исполнители? Мне нравится поп-музыка, а Тейлор Свифт — одна из моих любимых артисток. Поп-музыка запоминается, а Тейлор Свифт талантлива. Есть ли другие способы расслабиться? Я считаю, что занятия йогой или медитацией помогают мне расслабиться. Йога и медитация способствуют спокойствию. Какие конкретные позы йоги или техники медитации вы рекомендуете? Полезны поза ребенка в йоге и осознанное дыхание во время медитации. Поза ребенка и осознанное дыхание– отличные техники. Есть ли последние мысли о том, как расслабиться? Важно найти занятия, которые принесут вам радость и помогут снять стресс. Согласен. Спасибо, что поделились, Анна. Желаю вам спокойного отдыха. Добро пожаловать, Джон. Я это ценю. Приятного вам отдыха тоже. Урок 27. Смотрели ли вы в последнее время хорошие фильмы? Привет, Анна. Смотрели ли вы в последнее время какие-нибудь хорошие фильмы? Да, у меня есть. Я смотрел комедийный фильм под названием «Большое путешествие». Большое путешествие звучит забавно. Помогаете ли вы родителям по дому? Да, я помогаю с домашними делами, такими как накрывание стола и уборка в комнате. За это отвечаете вы. Какие-нибудь другие дела вы помогаете? Я также помогаю мыть посуду и выносить мусор. Мытье посуды и вывоз мусора– важные задачи. Какие стратегии вы используете, чтобы сделать работу по дому более приятной? Я слушаю музыку или подкасты во время работы по дому, чтобы сделать их более приятными. Музыка и подкасты могут сделать работу по дому более увлекательной.
Какие любимые жанры или подкасты вы слушаете? Я люблю поп-музыку и слушаю подкаст о настоящих криминальных тайнах. Поп-музыка запоминается, а настоящие криминальные тайны могут быть интригующими. Какие-нибудь советы по поддержанию чистоты и порядка в комнате? У меня есть привычка каждый день убирать свою комнату и складывать вещи в отведенное для них место. Полезно соблюдать ежедневный режим уборки. Какие награды или поощрения дают вам родители за помощь по дому? Иногда родители дают мне дополнительное свободное время или угощают любимым десертом. Дополнительное свободное время и любимые десерты– отличный стимул. Есть ли последние мысли о том, как помочь по дому? Важно вносить свой вклад в домашнее хозяйство и работать вместе как семья. Согласен. Спасибо, что поделились, Анна. Приятного просмотра фильма и работы по дому. Добро пожаловать, Джон. Я это ценю. Хорошего дня. Урок 28. Я слышал, как по выходным вы работаете волонтером в местном приюте для животных. Привет, Анна. Я слышала, что по выходным ты работаешь волонтером в местном приюте для животных. Отлично. Да, мне нравится помогать в приюте. Участвуете ли вы в какой-либо волонтерской работе? В настоящее время я не участвую в волонтерской работе. Однако мне интересно узнать больше о вашем опыте. Волонтерство в приюте для животных позволяет мне ухаживать за животными и проводить с ними время. Это очень полезно. Звучит здорово. Как вы начали работать волонтером в приюте? Я обратилась в приют и выразила заинтересованность в волонтерстве. Они поприветствовали меня и провели обучение. Замечательно, что они были открыты для волонтеров. Какие задачи вы выполняете в приюте? Я помогаю кормить, убирать вольеры для животных, а иногда помогаю в проведении мероприятий по усыновлению. Кормление, уборка и помощь в усыновлении– важные задачи. Какими незабываемыми впечатлениями или историями о животных вы можете поделиться? Я помогала ухаживать за щенком и видеть, как он обрел любящий дом, мне было очень приятно. Наверное, это было очень трогательно. Есть ли планы на будущую волонтерскую работу или другие цели, Я которыми вы подумываю о том, увлечены? чтобы стать волонтером в местной экологической организации. Я хочу внести свой вклад в Это сохранение прекрасная природы. причина. Сохранение природы очень важно. Какие-нибудь советы для тех, Найдите кто организацию заинтересован или в волонтерстве? организацию, соответствующую вашим интересам, и обратитесь к ним. Добровольчество может Мудрый изменить совет. ситуацию к лучшему. Спасибо, что поделились, Анна. Продолжайте в том же духе в приюте для Добро животных. пожаловать, Джон. Я это ценю. Если вы когда-нибудь захотите присоединиться ко мне в Я приюте, учту дайте это. мне знать. До свидания, Анна. Урок 29 вечера, мое любимое время дня. Привет, Анна. Я слышала, что вы наслаждаетесь вечерами, когда вы можете расслабиться и провести время с семьей. Звучит прекрасно. Да, вечера, мое любимое время дня. А как же ты, Джон? Какое твое любимое время дня? Мне также нравится вечера, когда я могу расслабиться и провести время со своими близкими. Проводить время с близкими очень дорого. Чем вы обычно занимаетесь во время вечернего отдыха? Мы часто проводим семейные обеды, вместе смотрим фильмы или просто беседуем. Семейные ужины и киновечера звучат восхитительно. Какие любимые фильмы вы любите смотреть всей семьей? Мы любим самые разные фильмы, но комедии и приключенческие фильмы всегда пользуются успехом.
Комедии и приключенческие фильмы– отличный выбор для семейного отдыха. Что делает вечера особенными для вас? Спокойная атмосфера и возможность пообщаться с семьей делают вечера особенными для меня. Согласен. Спокойствие и общение по вечерам бесценны. Есть ли другие причины, по которым вы любите вечера? Я считаю, что по вечерам можно найти хороший баланс между расслаблением после рабочего дня и подготовкой к хорошему ночному сну. Это правда, вечера могут стать переходным временем. Какие ритуалы или привычки у вас есть во время вечернего отдыха? Мне нравится читать книгу или слушать успокаивающую музыку перед сном. Это помогает мне расслабиться и расслабиться. Чтение и прослушивание музыки– прекрасный способ расслабиться. Какие-нибудь последние мысли о вашем любимом времени дня? Важно беречь и максимально использовать время, проведенное с нашими близкими, особенно по вечерам. Абсолютно. Спасибо, что поделились, Джон. Приятного вечернего отдыха и семейного отдыха. Добро пожаловать, Анна. Я это ценю. Хорошего вечера с семьей тоже. Урок 30. Я слышал, как вы тренируетесь 3 раза в неделю в тренажерном зале. Привет, Анна. Я слышала, как ты тренируешься 3 раза в неделю в тренажерном зале. Это впечатляет. Да, я стараюсь вести активный образ жизни. Как часто ты тренируешься, Джон? Я также занимаюсь спортом 3 раза в неделю. Это помогает мне оставаться в форме и быть здоровым. Отлично. Какие упражнения вы обычно делаете в тренажерном зале? Я выполняю комбинацию кардиотренировок, таких как бег на беговой дорожке и силовые тренировки с отягощениями. Кардио и силовые тренировки важны для общей физической формы. Какие конкретные цели вы ставите перед собой во время тренировок? Моя главная цель – повысить выносливость и нарастить мышечную силу. Выносливость и мышечная сила– фантастические цели. Есть ли у вас какие-либо советы, как сохранить мотивацию к регулярным упражнениям? Постановка конкретных целей, выбор режима упражнений, который мне нравится, и наличие приятеля по тренировкам помогают мне сохранять мотивацию. Это полезные советы. Наличие приятеля по тренировкам может повлечь за собой ответственность. Чем вы занимаетесь, чтобы оставаться активным, помимо тренажерного зала? Мне нравятся такие виды активного отдыха, как походы и занятия спортом с друзьями. Занятия на свежем воздухе– это интересный способ оставаться активным. Какие любимые места для пеших прогулок или занятий спортом вы любите? Рядом есть тропа, по которой я люблю ходить пешком, и мне нравится играть в баскетбол со своими друзьями. Пешие прогулки и баскетбол звучат увлекательно. Есть ли последние мысли о физических упражнениях и поддержании физической активности? Чтобы вести более здоровый образ жизни, важно найти занятия, которые вам нравятся, и сделать физические упражнения регулярной частью своей повседневной Не жизни. могу не согласиться. Спасибо, что поделились, Джон. Продолжайте в том же духе, тренируясь. Добро пожаловать, Анна. Я это ценю. Будьте активны и хорошего дня.